Мир вам, друзья мои! Мир вашему дому и вашим ближним! У нас возникла некоторая затянувшаяся пауза между встречами. Вокруг очень большой шурум-бурум. Вот и становится несколько затруднительно выстраивать что-то стабильное. Но все же мы продолжаем встречи, и я начинаю рассматривать очередной ваш вопрос, который увиделся достаточно важным. Ратимир пишет: вся проблема в том, что делать что-то для другого заставляет именно желание развить духовность, обрести вечную жизнь после смерти или получить какие-то другие плюшки на небе. А по сути это опять же выгода для себя. За себя родного хлопочет человечек, делающий что-то для другого. И тут опять наступаем на одни и те же грабли. Как быть? Думаю, что очень многие смогли обратить такое же внимание на это обстоятельство. А это не может располагать к увеличению положительного отношения к тому, что принято считать духовными ценностями. Хочу отметить, что данный вопрос, несмотря на простоту, касается одного очень важного процесса. И было бы полезно многим обратить должное внимание на его особенности. Но вначале мне хочется отметить, что оценка, выраженная в вопросе, вполне уместна и разумна. Ведь действительно, никакое благодеяние не будет полноценным, если делающий его подразумевает хоть какое-то вознаграждение. Благодеяние является полноценным только в одном случае, когда оно делается, не ожидая в ответ ничего. Так вот, обозначив выраженный в вопросе вывод правильным, я добавлю, что этот вывод связан с одним из звеньев в цепи предопределенного становления человечества. А таких звеньев в затронутой теме всего 3. Упомянутая оценка касается среднего звена, которое можно условно обозначить как переходный период. 3 звена или можно обозначить как 3 этапа становления человечества, которые, в свою очередь, подразумевают 3 разных уровня проявления сознания. Начальный этап, характеризующийся низким уровнем сознания, средний переходный период, в котором пока еще продолжает находиться все человечество, и последний этап наступления зрелости, уже характеризующийся нормальным уровнем сознания. Необходимо осознавать, что только лишь достигнув духовной зрелости, у человека откроется возможность приступить к полноценной реализации того, ради чего он и был рожден на этой земле. Ну а теперь, чтобы вы смогли
но и более правильно оценить не только выраженную в вопросе оценку, но и события с этим связанные, мне нужно в некоторой мере прорисовать на словах картину, которая покажет взаимосвязь названных этапов. Думаю, что многие из вас теперь уже будут в состоянии провести определенные логические параллели между тем, что я сейчас расскажу, и тем, что вам уже стало известным по поводу как происходящего однажды, так и происходящего вокруг вас сейчас. Но, начиная прорисовывать картину, мне потребуется в очередной раз затронуть то, о чем я в последний период времени уже не раз говорил в наших видео, встречах и тех, которые были написаны. Но для целостности полноты картины я вновь это затрону. Так вот, когда начало развиваться юное человечество, люди по совершенно естественной причине избрали для себя в качестве основного жизнеутверждающего приоритета стремление наиболее комфортно удовлетворять свои личные инстинктивные потребности. А так как все инстинкты основаны исключительно на эгоистических принципах, то и взгляд человека на окружающую его реальность неизбежно приобрел соответствующую характерность. Человек стал смотреть на всю окружающую действительность только с позиции поиска возможностей извлечения наибольшей корыстной выгоды. Такая линия поведения формировалась совершенно естественно, так как базировалась на устоявшихся законах природы, которые призваны способствовать выживать начинающим развиваться организмам в среде своего обитания. Так начинают развиваться любые природные организмы, как те, которые относятся к представителям животного мира, так и те, кого можно относить к представителям разумных форм жизни, к которым относится и человек. Таких разумных форм жизни, подобно которым проявился и человек, во Вселенной великое множество. Думаю, это обстоятельство в скором времени все люди смогут признать как факт, так же, как и однажды признали факт о том, что Земля круглая. В мире природы уже существуют устоявшиеся принципы развития всех природных организмов с разными особенностями сознания. Такие принципы можно назвать стандартными. Но именно для человека такие стандарты оказались не совсем благоприятными. Это связано с тем, что душа человека сформирована на уникальной энергоинформационной основе, которая имеет инородное его биологическому организму происхождение. И такую основу правильнее будет называть духовной тканью. Душа человека не формировалась естественным эволюционным путем, как это происходит с биологическими организмами, и обладать ею среди всех
представителей разумных форм жизни стал только человек. Энергоинформационная особенность духовной ткани. При воссоединении с похожей особенностью биологического организма человека неизбежно изменила психоэмоциональные параметры этого организма. И эти параметры значительно превзошли предусмотренные гармонией природы нормы, отчего интеллектуальные особенности человека навсегда попали в полную зависимость от качеств собственного чувственного мира. Это означает, что по мере развития человека его разумная деятельность не сможет избавиться от влияния собственного чувственного мира, как это должно проявляться у всех разумных цивилизаций в согласии со стандартным процессом развития. То есть человек всегда будет склонен воспринимать и осмысливать окружающую реальность предвзято, через призму характерных ему на данный момент переживаний. Именно по этой причине одно и то же обстоятельство люди способны видеть и осознавать совершенно по-разному, что совсем не характерно для проявлений нормальной деятельности разума. Ведь любое явление в мире материи всегда имеет какую-то одну характерную особенность, базирующуюся на какой-то одной определенной закономерности. Если по поводу одного и того же явления возникают разные выводы, то либо какое-то одно из этих выводов может быть точным, либо неправильны все. Два или более разных выводов по поводу одного и того же явления не могут быть одинаково правильными. Если же существует множество разных выводов, где каждый носитель его убежден в правильности только собственного вывода, то это уже само по себе является явным признаком того, что полноценное проявление разумной деятельности не является для человека главной характерной особенностью. Человеку, наделенному духовной тканью, стал характерен нестандартный путь развития, который прежде всего подразумевает изменение качеств его чувственного мира в определенном направлении. Ибо если интеллектуальные возможности человека будут полностью зависеть от примитивных эгоистических особенностей чувственного мира, то человечество предсказуемо будет неуклонно тяготеть к самоуничтожению. Это все вы наблюдаете в течение всей своей истории. Поэтому благоденствие человеческой цивилизации полностью зависит от правильного формирования собственного чувственного мира. А так как чувственный мир человека был в значительной мере изменен проявлением духовной ткани,
то и правильное развитие чувственного мира стало возможным только в полной зависимости от законов, по которым может развиваться душа. Человеку была доступна возможность правильно осмысливать характер развития своего природного организма, так как изначально присущее биологическому организму психоэмоциональные особенности и качества интеллекта являются однородными. Духовная же ткань относится к инородному явлению, что сделало невозможным нормальное осмысление характера духовного развития. Поэтому изначально люди не имели никакой возможности самостоятельно правильно определить благоприятный именно для них путь развития. Тем более, что требовалось начать проявлять интерес к тем новым ценностям, особенность которых, как правило, противоречит эгоистическим интересам. А ведь на эти эгоистические интересы человек изначально сориентирован как на самые главные. Для того, чтобы человек стал думать и проявлять себя нехарактерным для его эгоистической сути образом, требовалось особое обстоятельство, которое гарантированно смогло бы стимулировать необходимую заинтересованность. Для этого единственно эффективным могло быть использование жизнеутверждающей ориентированности человека на преследование корыстной выгоды. Человека гарантированно можно было заинтересовать и мотивировать только с помощью обещаний какого-то особенного вознаграждения, а также при помощи страха перед наказанием за недопустимые проявления, что оказалось наиболее действенным. Но еще раз подчеркну, что это были единственные условия, которые являлись действенными в тот период времени. И вот однажды, в разный период времени, с обязательным учетом уровня интеллектуальных возможностей и уже сложившихся культурных традиций восприятия окружающей реальности, людям стали даваться разные откровения, приправленные строгостью и обещаниями каких-либо вознаграждений. А для того, чтобы люди однозначно смогли обратить особое внимание на такие откровения, они должны были сопровождаться при помощи тех эффектов, которые человек будет способен интерпретировать как чудо. И вот однажды предопределенный процесс начался. Люди стали менять линию своего развития. Процесс такого изменения неизбежно должен был оказаться значительно затруднительным. Он длится уже многие века, и человечество все еще пока находится в этом процессе. Это и есть упомянутый в начале переходный период. Все стремления человека делать праведные поступки изначально всегда были мотивированы как возможностью обрести обещанное вознаграждение,
так и вероятностью наказания за отказ их делать. В тот знаменательный период появления откровения широко открывать учение об истинных духовных ценностях было бессмысленно. Для этого нужны соответствующие условия, прямо зависящие от проявления определенных качеств человека, которые ему еще долгое время не будет удаваться достичь. Поэтому посредством разных аллегорий, иносказаний и всевозможных притч людям давались только искры истины, призванные были лишь подтолкнуть размышления людей в определенном направлении. А так как искры могли коснуться очень немногих сторон жизни человека, то совершенно предсказуемо должны были появиться и всевозможные толкования таких искр, где сами верующие неизбежно соблазнятся утвердить такие собственные толкования в качестве неоспоримых догм. Но даже если такие толкования не могли иметь никакого отношения к истине, появление их смогли еще сильнее упрочить мотивацию движения в нужном направлении. В тот древний период говорить о полноценном духовном развитии было бессмысленно. Важно было, чтобы человек хотя бы смог сдвинуться в спасительном направлении. Важно было хоть как-то начать пробовать делать поступки, имеющие отношение уже к духовным ценностям. Думаю, вы согласитесь, что даже если праведный поступок делается с подразумеванием возможного вознаграждения, это уже хоть что-то. И однозначно лучше, чем если бы его никто не делал совсем. А ведь именно в тех же условиях со временем стали появляться и действительно достойные дети Божии, которые смогли начать утверждать истинные духовные ценности. Для переходного периода это было вполне достаточно. Но такой период, учитывая, что человечество продолжает развиваться в интеллектуальном отношении, неизбежно должен был изжить себя. И главным знаковым признаком наступления такого предела должно было стать массовое проявление атеистического мышления. То есть должно было неизбежно наступить время, когда мышление человека совершенно естественно сможет освободиться от многочисленных традиционных догм, основанных именно на человеческих толкованиях того, что якобы относится к истине. В этот период времени атеисты должны были начать доказывать отсутствие Бога. Основываясь на достаточно уместной и разумной критике того, что на самом деле является всего лишь плодом своеобразных размышлений древних предков и к истине не имеет никакого отношения. Но это были их
искреннее стремление понять то новое, что будоражило их сердце и звало в какие-то неведомые для них дали. Проявление атеистов в таком направлении как-то очень похоже на борьбу Дон Кихота с мельницами. Друзья мои, в своей жизни вы, как правило, очень часто проявляете склонность воевать с тем, что вам начинает казаться. Пробуйте смелее проявлять настоящую разумность, допуская, что не все кажущееся может являться таковым. Освобождение человеческого мышления от ложных догматических ориентиров является благодатной почвой, куда можно бросить семя более совершенных познаний об истинных духовных ценностях. И они вам даются. Но уже без каких-либо примитивных обещаний вознаграждения, без неуместных страшилок и, что особенно немаловажно, без каких-либо условных чудес, которые где-то в глубине своей вы наивно хотели бы увидеть для подтверждения истинности даваемого и облегчения своего выбора. Вам бы уже пора было начать осознавать, что чудес не бывает. Есть лишь проявление определенных законов, которые вам пока еще неизвестны, но которые вполне могут быть использованы и враждебными вам существами. Истинная ценность и полезность выбора проявляется только тогда, когда выбор делается без какого-либо подталкивания. Учитесь смелее делать свой собственный выбор. Не бойтесь ошибиться. Помните, что с вас будет спрашиваться в зависимости от того, насколько вы лично были в состоянии осознавать свой шаг как правильный. Вы не должны забывать, что с каждого человека может быть спрошено ровно столько, насколько вы в состоянии себя правильно проявлять. Насколько рассчитаны ваши силы. Нельзя спросить большего, чем в состоянии сделать человек. И это излишнее никогда не спрашивалось. Не спрашивалось и не будет спрашиваться. Ну вот, пока завершу свой ответ на вопрос Ратимира. Ответ в такой несколько расширенной форме, но, думаю, он будет вам полезен. До встречи, друзья мои. Счастья вам!